Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Здрасте. Добрый день. Можно? Да-да-да. Троицкий, да? Да-да-да. О, тепло в машине. Да. Все, не холодно. Лена. Евгений. Евгений, очень приятно. Что там, у нас дорога свободная? Ну, Рубок не видно? пишет. Замечательно. Пишет, что пока плюс-минус все нормально. Ага, хорошо. Будем надеяться, что так и будет в процессе. Но когда у нас всякие мероприятия проводят или кто-то приезжает, мы понимаем, что может быть неожиданная это остановочка. Ладно, сегодня будем надеяться. Да, поэтому... А у нас как раз приехал один товарищ из правительства как раз. Что может Вчера. быть застрять? Ну, я надеюсь, что нет. Ну, пока ничего не пишет. Обычно там пишут ребята там сообщения, что я как раз смотрел, не, ничего нет. Доедем. Отлично. Доедем. Ну, у вас вообще салон такой приятный. Спасибо. Когда вызываешь машину, и всегда кот в мешке. Не знаешь, что приедет, какая машинка. Есть такой момент, Да, у вас согласен. очень приятно, на самом деле. Да. Ну, все-таки на улице грязновато, и она не очень чистая. Ну, вот, к сожалению, да, вот, извините за это, что называется. Ну, вот, постоянно мыть после каждого заказа ты ее не будешь, Нет, понятное дело. Ну, да, мы моем ее раз в день, с утра, перед сменой. Ну, вообще машина у вас приличная, конечно. Согласен. Она вам вообще подходит. Да? Машина подходит вашему типажу. Ну, прекрасно. Я так... На самом деле, вот смех смехом, но я не знаю, как другие делают, но у меня действительно есть какой-то, когда я выбираю машину, какая-то внутренняя вот настрой какой-то, подходит ли она мне действительно. То есть смотрю, вот как девушки сумку перед зеркалом выбирают или там платье, я также машину выбираю. То есть мне важно посмотреть, как я смотрюсь в этой тачке. Конечно. Чтобы это не было там, ну, совсем нелепо. Да, конечно. Вот и все. Все отлично. Вы поменяли наличные на наличные поездку, безнал на наличные. Ой, может случайно, да, может быть. Ну, может быть, Был, у вас был просто... безналичный, да? Ну, у вас был безнал, а сейчас у вас наличные. А у нас поездка долгая, поэтому я попрошу вас, если вам не сложно, наличные. Ну, мне деньги дать, короче, за поездку. У вас получается 1087 рублей. Ой, вы знаете, Евгений, очень неудобно получилось, но телефон у меня все, он садится 1%, а у меня Так, может, случайно эта вы функция успеете? Ну или давайте я вам зарядку там дам, я не знаю, какую-нибудь. Слушайте, что давайте... у вас там за телефон? Да нет, это долго все будет. Давайте, может быть, подъедем и... Чего мы подъедем? Нет, давайте мы все-таки как-то в процессе сейчас решим. Вы знаете, этот вопрос. Евгений, Так вы нажмите там, ну что, вы зайдите, у вас 1% хватит, наверное. Все, я уже посмотрела, нету. Все, он уже разрядился полностью. Евгений, вы знаете, я вам скажу, что у меня телефону 2 дня. Мне подарил сын сейчас на день рождения. Вот, смешно сказать, был кнопочный. У вас был кнопочный телефон? Да, верьте или нет, но он мне был удобен. А почему? Я считаю, что там нет прослушки. В случае с мобильным просто достать батарейку и, видимо, сим-карту. Прослушки нет. Что очень простой, то, что мне нужно. Нет вот этого сенсорного экрана, когда соскакивание идет. Вот. Так, нет, хорошо, все, нет, это я понял. Так, и вот, наверное, я случайно сейчас нажала на
и, ну, так а что, как вы, ну, хорошо, сейчас-то деньги у вас есть наличные мне дать? Вот вы знаете, Евгений, так как безналичный расчет у меня был, нет, вот нет. А как вы расплатитесь? И хотел попросить, чтобы вы меня хорошенько отодрали. Слушайте, ну, я думаю, что мы подъедем когда. Ну. Давайте я за мужем А как вы позвоните-то? У вас телефон? Нет, вы сходите? да, То есть я останусь в машине, а вы уйдете один? Я думаю, что... Ну, а как? А если вы не вернетесь? Подождите, вы же таксист, вы, наверное, разбираетесь в клиентах, вы же видите, как я выгляжу. Ну и что? Ну, и разве я похожа на обманщицу? Я вас обману? Ну, Как ты меня за руку ловил, волчина позорный. я ж не знаю, там, насколько вы ответственный, там, серьезный человек. Ну, слушайте, вы психологи в своем деле, я думаю, вы столько клиентов. Блин, ну вы представляете, вот, ну, зачем нам это в целом? То есть, как мы можем избежать этой всей возни, просто попросив деньги вперед. Зачем мне ситуация, когда вы сейчас уйдете, а я останусь в машине куковать, и вы не вернетесь? И что я буду делать? Евгений, а я вам даже позвонить не смогу, у вас телефон сел. Прикиньте, Евгений, я даже до вас дозвониться не смогу. Понимаете, такая ситуация. Ну, Нет, просто, ну поймите, ну вы же видите. Хорошо, а меня кто поймет? Ну, слушайте, Да. Вот вы знаете, Да. я тогда как сделаю? Вот, Как? вот такое недоверие, считаю. Давайте я просто остановлюсь, и мы с вами сейчас решим. приду домой, включу телефон Так. и просто буду жаловаться в вашу службу. Нет, подождите, как? Я чуть не понимаю. И вообще сейчас спустится муж, и он с вами поговорит. Он нигде... Папаша, огоньку не найдется? А? Где не спустится, мы еще не доехали, и мы не доедем, понимаете? Нет, давайте мы доедем Нет, все-таки. мы не доедем, потому что вы мне денег не хотите платить. Вы знаете, вы не правы сейчас. Вы чем? буквально оскорбляете клиента. Как? Я на самом деле, вот тем, что я не хочу платить деньги. То есть я еще и виноват? Вы Да. признаетесь в том, вы поменяли безналичные на наличные, признаетесь в том, что у вас нет с собой наличных, и говорите, что вы выйдете из моей машины в конце пути, уйдете, а потом как Бог даст. Подождите, я разве не хочу вам платить? Вы не правы сейчас. Я же вам объясняю, я поднимусь домой, Да. и муж вам принесет эти деньги. Хорошо, а если не Нет, он никого? принесет. Ну, пана атамана нема золотого запасу. Он принесет. Зачем мне этот риск? Вот зачем он мне? Я еду, 1000 рублей стоит поездка, Ну, 1087 боже ж ты рублей. мой, да что ж это такое? Это вообще, я считаю, безобразие какое-то. Ну, вы- Просто безобразие. Нет. Я вам говорю, что я заплачу, вы говорите нет. И всё. Хорошо, Ну, что это тогда такое? я вас не повезу просто дальше. Знаете что? Тогда Не, я на вас что? действительно пожалуюсь. Да, пожалуйста. Да, и Да. вы знаете, муж у меня служит в органах, и я думаю, что у вас будут тогда Я проблемы. понял. Сука. Вот сука хитрожопая. Ну хорошо, что же делать, если не избежать такого факапа, как говорится? Ну вы это слово вряд ли знаете, если вы кнопочным телефоном до сих пор И пользовались. еще к тому же вы оскорбили только что. Я не оскорбил, вы меня пугаете своим мужем, и вы говорите, что я вас оскорбил. Нифига себе расклады. Нет, все, я вас не повезу, можете выходить и вызывать себе другое Вот такси. прямо сейчас? А когда? Вот сейчас мне надо выйти? Считай это последней просьбой. Да вы что? Ну, Что ж такое? знаете ли. Ну да, вам сейчас надо выйти. Ну, давайте открывайте мне тогда, я пошла. Ну, я так это не оставлю. Да не оставляйте, конечно. Божечки. О, да. Угу. Красотка. Охренеть, конечно. Вот дает, а. Я в шоке просто. Охренеть, блин. Да, блин, вот это поворот. Как всегда. Как всегда, одна и та же песня. Нет, хорошо, хер с ним, окей. Возможно, в 90% случаев, кого я высадил из-за того, что они не дают бабки, они бы дали бабки. Но нахрена мне оставшиеся риски вот этих 10%, они могут жестко меня минусануть. А на кой мне хрен это нужно? Кнопочным телефоном пользовалась до сих пор. Кнопочным телефоном, мать его! Кнопочным телефоном! Не прослушивают его. Да кому ты нахер нужна? Заплатить за такси не можешь, меня прослушивать будут. Кто тебя будет прослушивать? Церковные крысы, мыши, блин, самые бедные или кто там? Ну, кто? Есть же правильная фраза: нищий, как церковная мышь.
Вот что вы думаете? Вот скажите, что вы думаете по этому поводу? Очень интересно. Чем меньше человек из себя представляет, тем у него больше панички, что за ним кто-то там шпионит, следит, кто-то прослушает его данные, там в интернете там сливают, копируют. Да кому вы нахуй нужны? Сидит... Как пел Мияги, трек бомбит, это хит. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот меня эта херня бомбит, просто кошмар. Ох ты, ё-моё, ёшкин кот, тишкин берег. Да, вот так оно и бывает. Вот так оно и бывает. Вот, ну как? Ну вот как? Муж этой женщины. Ну как? Ну что ж тебе, денежку не дать ей, что ли, я не понимаю. Или не научить ее за столько лет пользоваться нормальным телефоном, а не кнопковым. Да. Да. Ладно. Бывают случаи, я понимаю, когда реально бабок нет. Ну, признайся ты, вот я вам честно скажу, пассажиры, вот вы можете вызвать такси, действительно, да, ну, неважно, как там дальше ситуация, ну, вы скажите, чувак, нет денег, реально, оставлю в залог телефон, там, паспорт, не знаю, штаны, блин, трусы, горю, отвези. Но и то это должен быть реально крайний случай, а не так, что вам там, лень в метро проехаться или там, не знаю, на трамвайчике. Ну, бывают экстренные ситуации, я реально понимаю, там, ограбили, забыл реально, или еще чего-то, хер его знает. Такое может быть. Но исполнять вот такие вот движухи, это зашквар. Ну, прям вот честно. И кнопковый телефон. Это тоже, конечно. Просто интересно мне. Зато у нее сейчас много, если не соврала, много новых ощущений, да? Был кнопковый, а сейчас... Телевизор! Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.